Известно, что некие моголы пришли в Индию и основали там империю великих моголов. Откуда они пришли? Интернет нам расскажет, что из Ирана, другие скажут, что из Средней Азии, третьи — из современной Монголии. Давайте разбираться. «Великий» означает «северный». Есть старинные карты, на которых на севере мы можем увидеть область, отмеченную как Могол или Могул. На других картах эти же области подписаны как земли Гога и Магога. Магог — это сын Иофета и внук Ноя. Территориально это северо-восток России, Чукотка. Обратите внимание, что там были города. Также обратите внимание, что на картах обозначена река Тартар и город Тартар, от которых, возможно, произошло второе название этого народа. На некоторых картах виден пролив между Азией и Америкой, а также отмечена Северная Америка. Красным выделены пирамиды императоров. Вот их современные останки. То есть мы можем сделать предположение, что на северо-востоке России некогда жил народ, по преданиям внуки Магога, которые назывались европейцами моголы или могулы. Как они называли себя сами, нам неизвестно. По какой-то причине эти люди ушли как минимум на юг в Индию и дальше до Таиланда. Причиной их ухода могла быть катастрофа. Вот, например, карта вечной мерзлоты. Известно, что в Индии есть каста брахманов. Они занимаются политикой, руководят бизнесом. Среди актеров тоже много брахманов. Вот так они выглядят. Язык брахманов — санскрит. О его сходстве с русским языком много говорила Светлана Жарникова. Есть ли связь между Россией и Индией? В России рубль, в Индии рупия. В России, когда сука родила щенков, говорят «окутилась». Есть еще слово «закута», «закуток». В Индии кута — это собака. Бабушки в России говорят детям «хватит баловаться». На санскрите балаваста — мощь, юность, сила. Объясните мне, как же бабушки в русских деревнях говорят на санскрите? Такого замечательного старого русского слова, как «баловаться». Это слово есть в санскрите. Слово «балаваста» означает детство, сила и мощность. Таких слов я могу вам сутками рассказывать. Их очень много. Кута. Кутята, бабушки наши говорят. Кута — это собака на санскрите и на хинди до сих пор. Кута. Все индусы знают это слово. Связь Индии и России, безусловно, есть. Давайте заодно посмотрим на гербы великих моголов. Эти гербы также показывают как гербы Тартарии. Наверное, вы слышали такую информацию, что матрешка — не русское изобретение. Матрешку придумали в Японии. Если слышали, то далее будет очень интересно. Множество очень старых плотин расположено в Японии. Так, плотин возрастом более 300 лет, там более 300 штук. Из них 8 плотин эксплуатируются более 1000 лет. Самые старые из них — плотины Ичибаники и Сумиёшики, построенные около 400 года нашей эры. Кто же их построил, как вы думаете? Для этого давайте почитаем фрагменты старинного учебника. Не соединена ли Америка с Азией со стороны полуночной? Репорты от разных особ учиненные в Якутске согласуют в том, что есть подлинное отдаление между Азией и Америкою, что рукав морской, который разделяет сии две части Земли, есть не весьма широк, и что в всем месте находится один или многие острова, которые облегчают переход из одной твердой земли в другую, так что от древнейших времен жители одной части известны были о другой. В земле твердой, противолежащей земли чукчисов, есть народ, много соответствующий россиянам не только тем, что касается добород и одеяния, но также и в рассуждении работ, которые они делают. Чукчисы получают от них чашки и прочие сосуды деревянные, которые столь подобные российским, что трудно оные различают. Некоторые думают, что сей народ есть началом россиян, и что их предки, будучи занесены туда морской погодою, там поселились. Что же это получается? Айны
это те самые моголы или могулы? Также интересно следующее. Японское правительство в 2009 и 2019 годах признало айнов коренным населением японских островов. Правда, айнов к тому моменту уже практически не осталось. Неспроста айнов геноцидили и переселяли в резервации. Видимо, они знали совсем другую историю. Так кто же построил древние плотины в Японии, айны или японцы? Давайте узнаем, сколько плотин построили японцы в Японии за XIX век. До середины XIX века, период Эдо, подавляющее большинство японских плотин представляли собой небольшие насыпные земляные сооружения, предназначенные исключительно для контроля ирригации рисовых полей. После реставрации Мэйдзи, 1868 год, начался масштабный курс на модернизацию. Правительство стало приглашать иностранных инженеров, в частности из Великобритании и Нидерландов, для внедрения европейской строительной мысли. Первая современная плотина Хонготи, первой полноценной гидротехнической плотиной, построенной с использованием западных технологий, считается земляная дамба Хонготи высотой 28 метров, возведенная в Нагасаки в 1889-1891 годах для обеспечения города питьевой водой. Позже, в 1897-1900 годах, была построена бетонная плотина Нунобики-Гохонмацу, префектура Хёго. Она спроектирована японским инженером Тадзиро Сато под руководством британского профессора Уильяма Бартона. Это сооружение стало пионером в использовании каменной и бетонной кладки для гидротехнических сооружений в стране. Японцы в конце XIX века построили целых две плотины. Одна земляная дамба, вторая каменно-бетонная. Для их строительства привлекали западных инженеров. Как же так? 1000 лет самостоятельно строили сотни каменных плотин, а к XIX веку плотины строить разучились? Или же те старые плотины строили не японцы? Свои версии, кто 1000 лет строил каменные плотины в Японии, напишите в комментариях. Теперь обратим свое внимание на Тибет. Известно, что Третий рейх регулярно отправлял экспедиции в данный регион. Занимался этим институт Ананербе, что переводится как «наследие предков». Ананербе – это самый известный из 8 институтов. Официально нам расскажут, что они искали различные оккультные и исторические артефакты, такие как Священный Грааль, Копье Судьбы, Копье Лангина, Ковчег Завета, Молот Тора и так далее. Я думаю, вы догадываетесь, что это всего лишь прикрытие. На самом деле германцы искали технологии, в особенности технологии и конструкции оружия. Скорее всего, они добились своих целей, ведь к 1945 году в Германии были разработаны реактивные истребители, зенитные ракеты, ракеты воздух-воздух, прибор ночного видения и даже, по слухам, ядерное оружие. Союзники вывозили научно-техническую документацию вагонами и потом изучали несколько десятилетий. Так вот, почему экспедиции проводились именно в Тибет? Зачитаем отрывок из учебников XVIII века. Тангут, которое королевство разделено на две части, то есть на Тангут собственный и на Тибет, и есть подвластное Далай-ламе, первосвященнику татарскому, который пребывает в лучшей пагоде горы Путалы. Тибет — это горы, и именно в горах логично было спрятать информацию по технологиям и оружию. Теперь, что касается татаро-монгольского нашествия. Историки утверждают, что в Индию пришли моголы, а на Русь и Европу напали монголы. На Русь, точнее, не напали, а было великое переселение народов с Востока. Альтернативщики думают, что это было одно событие в одни годы, и там были моголы. Татаро-монгольское нашествие часто связывают с Чингисханом. Утверждается, что он был представителем желтой расы. Давайте проверим. Перед вами картина из Китая XIII-XIV века, на которой изображен Чингисхан на соколиной охоте. Голубые глаза, рыжая густая борода. Перед нами еще одно изображение – коронация Чингисхана. Миниатюра из цветника истории земель Востока или истории Тартар, Хайтана, Хитума, середина 1240-х, 1310-е. Вот как описываются представители рода Борджигинов.
Это монгольский род, которому принадлежал Тимур Чингисхан. Борджигин переводится как «синеокие». Рашид ад-Дин в своем сборнике летописей также пишет о том, что Чингисхан принадлежал к роду борджигинов и имел светлые глаза. Вот еще один источник 1896 года выпуска, в котором описан род борджигинов. У борджигинов глаза сине-зеленые или темно-синие. Посмотрим, как историки описывают Чингисхана. Смотрим на его титул. Царь скифской гиперборейской империи. О чудо! Здесь и скифы пропавшие, и Гиперборея, и империя. Оказывается, Чингисхан — это царь. Это на официальный 1222 год. То, что прежнее название России — Скифия, я уже рассказывал несколько раз. Скифия на старинных картах размером не меньше СССР. Но почему нам об этом не рассказывают? Почему вместо адекватной истории, которая основана на фактах, нам рассказывают какую-то чушь, основанную на летописях, которые написали в XIX веке? Также Ломоносов писал, что Чудь — это скифы, а сарматы — славяне. Продолжим рассматривать гравюры с Чингисханом. Вот Чингисхан на смертном одре. Гравюра из универсальной космографии Себастьяна Мюстера, Швейцария. На ней Чингисхан, его сыновья, почему-то типичные белые люди, не похожи на тех, кого нам рисует современная история. Одна гравюра — Чингисхан пьет с Баязидкой. Недатированная гравюра. Историк Гумилев в своей книге «Древняя Русь и Великая Степь» описывает монголов следующим образом. Древние монголы были, согласно свидетельствам летописцев и находкам фресок в Маньчжурии, народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым. Не зря на картах европейцев место современной Монголии таки называется «Великая Монголия блондинов». Красным цветом отмечена территория, где жили моголы изначально. Также Чингисхан изображен на французской гравюре Пьера Дюфло 1742-1816. Также Дюфло нарисовал не только самого Чингисхана, но и его жену по имени Хи Чен или Пурте Куждин. И внешность у нее тоже славянская. Сегодня в Англии продаются различные предметы с ее портретом. Если интересна эта тема, дайте знать в комментариях, выпущу следующее видео. Интересно, слабо ли современным историкам написать диссертацию на эту тему? Кому видео понравилось, поддержите меня добрым словом в комментариях. А на этом все. До новых встреч. Пока.